Игры на выживание — это увлекательная категория игр. Это довольно стабильный жанр с множеством действительно хороших игр. Правда, игр на выживание для смартфонов не так уж и много. В большинстве случаев это гибриды, которые включают в себя механику выживания вместе с другими жанрами. Но если, братишки, вы настроены серьезно и ищете игры на выживание для андроида, то это топ для вас. Не забывайте подписываться на канал Дитрих ТВ, прожимать лайк и смотреть этот топ до конца. Погнали! Открывает наш топ лучших игр на Android и iOS про выживание Ark Survival Evolved. Это приключенческая игра на выживание с элементами городского строительства. Здесь игроки создают домашнюю базу, застраивают свое пространство, приручают динозавров и отбиваются от мародерствующих бандитов и других неприятностей. Вы начинаете один, без оружия, и должны строить практически из ничего. Постепенно у вас будут появляться оружие, здания, ресурсы и прочее. В игру можно играть бесплатно с дополнительной подпиской, которая дает игрокам различные преимущества. Есть также социальные элементы, в которые можно играть с друзьями, система крафтинга и множество земель для исследования. Кроме того, это одна из самых графически насыщенных игр для мобильных устройств, поэтому она будет шикарно выглядеть на экранах высокого класса. Далее по топу лучших игр на Android про выживание расположился Cataclysm Dark Days Ahead. Это один из тех бриллиантов в серьезных играх на выживание. Это бесплатное приложение с открытым исходным кодом и сотнями участников. Вы начинаете с нуля и пытаетесь выжить в случайно сгенерированном мире. Вам нужно побеждать чудовищ, собирать вещи и защищать человека. Графика выполнена в стиле ретро, а система меню оставляет желать лучшего, но не стоит проходить из-за этого мимо. Это удивительно хорошая игра. Есть две версии. В описании под видео ссылка на ту, которая все еще активно обновляется. Но есть и другая, более старая, найдете ее в Play Market. Но для игры можете выбрать любую из них, погнали дальше. Далее по топу лучших игр про выживание расположился Crashlands. Многообразие игровых элементов в Crashlands поражает воображение. Здесь РПГ, выживание, экшен, приключения и даже коллекционирование монстров. Игра вращается вокруг межгалактического дальнобойщика, который оказался на чужой планете. Ваша задача — бороться с плохими парнями, строить базу, доставлять потерянные посылки и спасать мир от зла. Игра очень глубокая, содержит более 500 предметов, которые можно создавать. Также можно приручать существ, которые будут сражаться вместе с вами. Есть поддержка облачного сохранения и достижений. Игра имеет достойную цену и является одной из самых уникальных игр на выживание. Но ее можно скачать бесплатно через Google Play Pass, если он, конечно, у вас есть. Day Air Survival – выживание в апокалипсис СССР. Еще одна отличная бесплатная игра на выживание. Действие, как вы могли понять, происходит в СССР. Игра включает в себя 2700 локаций на огромной карте, множество предметов для поиска и относительно приличный опыт выживания. Вы должны утолить голод, не бить убитыми зомби и по возможности избегать радиации. Игра может похвастаться системой развития РПГ для таких навыков, как укрытие, механика, химия и другие подобные вещи. Это удивительно глубокая игра на выживание за свою цену. Далее по топу лучших игр на Android про выживание расположился Escapist 2 Карманный побег. Стратегическая игра-симулятор с элементами выживания. Игроки здесь начинают как осужденные уголовники в тюрьме. Потом начинают звонить всяким мамонтам под видом работников Сбербанка. Ладно, это я шучу. Конечная цель — сбежать из тюрьмы. Для этого игроки должны сформулировать план, создать необходимые предметы и тихо сбежать. Однако вы также должны прийти на обед, явиться на подсчет заключенных и так далее, чтобы вас не поймали. Это занимательная игра, которая не совсем подходит для жанра выживания, но выживания здесь достаточно, чтобы включить ее в список. Игра стоит 590 рублей без покупок в приложении или рекламы. Можно скачать бесплатно с пробным периодом 1 месяц из Google Play Pass, если он у вас есть.
Last Day on Earth Survival. Одна из самых популярных игр на выживание для мобильных устройств. Здесь вы, братюни, должны собирать ресурсы, воровать и создавать вещи, а также сражаться с плохими парнями, чтобы остаться в живых. В ней есть элементы шутера и зомби-апокалипсиса. У нее есть приличное сообщество на YouTube, где можно найти советы, рекомендации и учебные пособия. Это бесплатная игра, но игроки могут покупать преимущества. Однако, по иронии судьбы, отказ от покупки чего-либо значительно затрудняет выживание. Игра интересна, но людям, которые не любят бесплатные игры, она может не понравиться. Далее по топу лучших игр на Android и iOS про выживание расположился Life After. Одна из самых новых игр на выживание в этом списке. Игра похожа на большинство постапокалиптических игр на выживание. Вирус охватывает планету и оставляет большинство людей мертвыми или монстрами. Вы должны выживать в кладе монстров, собирать снаряжение, создавать вещи и придумывать способы выжить. Игроки могут создавать убежища, учиться лечить раны и добывать пищу везде, где только можно. Все это подкреплено приличной графикой и элементами управления. Механика бесплатной игры временами может быть немного стрессовой, но в большинстве случаев это не имеет значения. Далее по топу лучших игр на Android и iOS про выживание расположился Minecraft. Одна из самых популярных игр на выживание на любой платформе. Игра также отлично подходит для творческих людей. Режим выживания — это воплощение того, какими должны быть игры на выживание. Для тех, кто не знает, Майнкрафт помещает вас в случайно сгенерированный мир, а затем вы делаете все, что хотите. Вы можете строить, добывать, убивать, выращивать и делать практически все, что захотите. Microsoft сделала несколько больших шагов с Майнкрафт в 2016 и 2017 годах. Теперь вы можете играть в эту игру с людьми на ПК и Xbox One. Это одна из немногих кроссплатформерных игр для мобильных устройств ПК и Xbox One. Подписывайся на канал Петров про бизнес, если хочешь узнать, как люди с нуля поднимают многомиллионные бизнесы. Ссылочки будут в описании под видео. Out There Omega Edition. Пожалуй, одна из самых недооцененных игр на выживание. Вы астронавт, который проснулся от криогенного сна. Вы находитесь посреди неизвестного космоса, один, и отчаянно нуждаетесь в припасах. Ваша цель — починить корабль, найти ресурсы и выжить. Игра имеет процедурно сгенерированную вселенную, поэтому нет двух одинаковых локаций. Недавно ее снова начали обновлять после долгой паузы, и это одна из старейших игр на выживание для Android, но определенно одна из самых сложных для фанатов хардкорного выживания. Далее по топу лучших игр на Android и iOS про выживание расположился Rebel. Технически это не игра на выживание, но она очень похожа на нее. Вы начинаете игру как лидер и пытаетесь стабилизировать регион, раздираемый войной. Вы должны восстановить общество и заручиться поддержкой местных жителей. Придется бороться с коррупцией, атаками повстанцев и постоянным потоком действий, требующих вашего внимания и денег. Еще раз, игра очень похожа на игру на выживание, даже если ее официальный жанр — это стратегический симулятор. Она сложная и крута. Игра бесплатна, а расширенную версию можно купить за 299 рублей. Есть также внутриигровые читы и дополнения, которые можно приобрести за дополнительные деньги. Все вещи, которые вы покупаете, являются постоянным контентом, а не расходными материалами. Игра также действительно сложна на более высоких уровнях, так что, братюни, удачи! Rebuild. Интересное сочетание выживания и стратегии. Здесь вы, братюни, начнете с того, что будете собирать выживших после зомби-апокалипсиса. Вы медленно находите и увеличиваете территорию, а также отправляете выживших в поисках припасов. Нежить представляет собой главную угрозу, но такие вещи, как бандиты, болезни, воры и бунты, появляются, чтобы помешать вам. В игре 5 уровней сложности, 7 разных концовок и есть настройки персонажа. Эта игра стоит 279 рублей без покупок в приложении или рекламы.
Далее по топу лучших игр на Android и iOS про выживание расположился Sheltered. Это 2D приключенческая игра на выживание. В этой игре обычный набор игровых приемов на выживание, включая постапокалиптический мир, систему крафта, и вы собираете кучу ресурсов, чтобы построить убежище и прокормиться. Тем не менее, это добавляет аспект стиля Oregon Trail в том, что у вас есть семья, которую также нужно защищать, одевать и кормить. На свой страх и риск вы можете отправить членов семьи на поиски припасов, и иногда решения могут быть довольно трудными. Игра стоит 399 рубасов без покупок в приложении. Игра не обновлялась с 2017 года, но она остается в этом списке, потому что она хороша. Stormfall Saga of Survival. Это уникальная игра на выживание, смешанная с ролевой игрой. Ваш персонаж изгнан в пустыню, и вы должны выжить. В игре есть исследование открытого мира, система крафта, различное снаряжение для сбора, даже можно использовать некоторую магию. Вам предстоит исследовать подземелья и руины, а также покорить неизведанные ландшафты. К тому же, помимо голода, вы можете столкнуться с механикой проклятия. Большинство жалоб на игру связано с ее бесплатными стратегиями. Однако, по большому счету, вы можете пройти мимо них, применив немного стратегии и времени. Ну и финалочка топа лучших игр про выживание. This War of Mine, Stories Father's Promise. Одна из самых серьезных игр на выживание в этом списке. Она находится в списке как лучшая игра для Android и как одна из самых сложных игр, выпущенная в 2015 году. Кстати, она и остается одной из лучших игр на сегодняшний день. Здесь вы играете за группу гражданских лиц, которые пытаются выжить в условиях войны. Вам придется перехитрить и избегать вражеских снайперов, собирать предметы, поддерживать жизнь людей и принимать трудное решение. Многие жалобы на игру связаны с ее довольно сложной и удручающей историей, а не с текущими проблемами. Ну а если вы считаете, что я пропустил одну из лучших игр на выживание для Android, то напишите об этом в комментариях. Также не забывайте ознакомиться с другими выпусками на канале Dietrich TV, прожав на канал Dietrich TV и посмотрев их. Подписывайся на канал, если ты вдруг этого еще не сделал. Ну и бро, прошу тебя от всего сердца, как обычно, прожми лайк, подпишись на канал, еще раз говорю, напиши комментарий, если хочешь попасть в следующий выпуск, или просто напиши свое мнение. Ну а с вами был Dietrich TV, всех вас крепко обнял, всем удачки, пока-пока.